Почему американские индейцы не похожи на сибирских аборигенов? Уже не один век в науке господствует мнение, что Америка была заселена из Сибири через существовавшую когда-то сушу Берингию, которая затем затонула и отрезала людей от прежней родины. Копий, однако, сломано было много. Даже видные ученые не представляли себе, как могли такие массы людей мигрировать так далеко. Не было ответа на вопрос о существенных расовых различиях, а также возраст наиболее древних стоянок людей в Америке был самым древним на Атлантическом берегу, а не на Аляске. Археологи и лингвисты на протяжении десятилетий проводили свои исследования, и они показали, что первые люди пришли в Америку в конце последнего ледникового периода, примерно 14 500 лет тому назад. По мнению большинства специалистов, их маршрут пролегал через перешеек, соединявший Аляску и Сибирь там, где сейчас находится Берингов пролив. Первые генетические исследования показали, что сибиряки не очень-то родственны индейцам, особенно на юге. И многим это показалось логичным, так как сибиряки и индейцы довольно сильно отличаются. Сибирские аборигены имеют выраженную монголоидность, в то время как у индейцев она слабее и мягче. Сибиряки, как правило, низкорослы и астеничны. Обские киты вообще одни из мировых аутсайдеров по длине тела, в то время как североамериканские индейцы. Эскимосы весьма высоки, а достающие перьями небеса-деловары вообще сравнимы с современными голландцами. Шаманизм их общая черта, но мало пересекающиеся в деталях, как и предметы одежды и быта. Широкие лица, короткие, вогнутые носы сибиряков совершенно не похожи на длиннолицых индейцев с крупными носами. Для антропологов родственность сибиряков и индейцев была под большим вопросом всегда. Есть общие черты, но такие же, как у турок и датчан, например. Как оказалось, причина различий в неравномерности метисации сибиряков на пути в Америку. Сибирь заселялась несколькими волнами мигрантов, одна из которых стала американцами, другие же испытали на себе еще несколько сильных метисаций с пришельцами, отчего приобрели различия с ушедшими, а те, в свою очередь, законсервировали исходные признаки. Берега Байкала стали зоной смешения мощной волны из Восточной Европы, где кроманьонский человек, чистый европеоид, переселялся в Сибирь и встретился со сначала выходцами из Западной, а затем из Северной Азии, получив существенную долю монголоидного генома. Те, кто достиг Америки, являлись в значительной степени более европеоидными, чем их родичи на Байкале тех лет и тем более веками позже. По оценкам ученых, предки коренных американцев и древних палеосибиряков разошлись где-то 24 тысячи лет назад. Согласно генетическому исследованию 2018 года, Америку заселили потомки всего лишь 250 человек, которые оказались отрезаны океаном от Сибири. Эти люди находились в небольшой степени смешения с народами Азии и оттого сохранили многие признаки выходцев с Запада: прямой нос, высокий рост, относительно светлую кожу. Тем не менее, загадок еще остается немало. Отчего так разнообразны индейцы Америки, если они родичи нескольких сотен людей одного народа? Откуда у них признаки населения Океании и даже Африки? Почему древность стоянок возрастает с запада на восток, а не наоборот, как было бы логично? На эти вопросы пока нет ответов, кроме того, что, вероятно, Америку заселяли не только сибиряки, но еще многие и многие народы мира в разное время. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. На Бусти, Патреоне и Лава Топ есть уникальный и менее политкорректный контент.